Всем привет, с вами Александр, канал The Below House. Сегодня я расскажу об аксессуарах для моих видеокамер и начну с коробки. Тут указано LCD, оценили в $3, а должен получить бленду для видеокамеры Panasonic HC-V770. Вот такой видеокамеры. Не знаю насчет оригинал, не оригинал. Распаковываем, смотрим. Упаковано, конечно, хорошо. Должна прийти в целости и сохранности. Еще завернуто все в пупырку. Еще вот в такую коробочку. Сделана в Малайзии. Для видеокамеры VX870. Да, она оригинальная, идет именно в комплекте с подобной видеокамерой. Точнее в таком корпусе, только 4К. Ну а внутри также в пакетике уложена бленда. Как видим, бленду доставили неповрежденную. Так упакована в две картонные коробки, внутри обернута пупырчатой пленкой. Бленда подобна оригинальной и может быть даже оригинальная. Подойдет для серии видеокамер Panasonic с диаметром резьбы на объективе, как здесь указано, 49 мм. Вот таким образом устанавливается, и здесь есть большой винт, который с двух сторон закручивается. Навинчивается легко, как родная. Как видим, все технологические отверстия под объектив и подсветку присутствуют. Все, установили. Ширина боковых лепестков 25 мм. Верхнего и нижнего 30 мм. С учетом бленда линза объектива скрывается на глубине около 4-5 см. Бленда устраняет боковые засветы при съемке на улице и придает видеокамере вот такой вот брутальный, мощный вид. К покупке рекомендую. Погнали дальше. Далее у нас такой конвертик доставили из Эстонии. Здесь карта памяти microSD. Ценили в $5. Так, и вот ее Lexar на 128 гигабайт. Также уже вскрыл. Эту карту я приобрел на AliExpress всего за $17. Когда-то на eBay я покупал карту памяти Transcend объемом 32 гигабайта за те же $17. Ну а здесь уже целых 128. Ну просмотрим, протестируем, оценим. Погнали. Упаковка стандартная, указанный объем, имя изготовителя, фраза «высокая производительность». Заявлена скорость чтения до 100 мегабайт в секунду и записи до 45 мегабайт в секунду. 10-летняя гарантия. Есть ссылка на сайт, QR-код и штрих-код для перехода в WeChat. Карточка изготовлена в Тайване. Рекомендовано использовать в смартфонах, планшетах и экшн-камерах. Позволяет быстро снимать, хранить, воспроизводить и передавать мультимедийные файлы, включая видео Full HD, 3D и 4K. Так, UHS-1 обозначает стандартный интерфейс в один ряд контактов для полудуплексного режима работы карты. Класс 10 обозначает скорость записи не ниже 10 мегабайт в секунду. Класс V30 – гарантированная скорость линейной записи видео не ниже 30 мегабайт в секунду. Позволяет записывать видео разрешением до 8К с частотой 30 кадров в секунду, 4К 60 кадров в секунду и Full HD 120 кадров в секунду. Класс A1 характеризует высокую скорость работы приложений при использовании карты памяти со смартфонами и планшетами. Не ниже 1500 операций случайного чтения и не ниже 500 операций случайной записи. Более высокий класс данных карт это A2. Вскрываю. В этом комплекте переходник на SD формат отсутствует. Просто карта microSD. И с обратной стороны также указано, что изготовлена она в Тайване. Протестирую карту с помощью такого скоростного картридера Ugreen. Так, Windows определила ее наличие. Это у нас диск H на 117 гигабайт. И протестирую с помощью программы Crystal Disk Mark. Диск H, 118 гигабайт, 3 прохода, 1 гигабайт файл. Погнали.
Ее скоростные данные, представленные на экране, озвучу только. Линейная скорость чтения 93,43 МБ в секунду. Линейная скорость записи 58,24 МБ в секунду. С помощью утилиты H2TSW записал на диск H 118 файлов. Все это заняло у нас 123,5 гигабайта. Финишировало все без ошибок и подтвердило скорость записи 56,5 мегабайт в секунду и скорость чтения 84,5 мегабайт в секунду. Карточка способна записывать видео в видеокамере в формате Full HD 50 кадров в секунду и фоторазрешением 4736 на 2664 пикселей. О ее надежности сейчас говорить рано, расскажу в следующих моих видеороликах. Могу только подтвердить надежность карт памяти Transcend, NetAC Pro. Обзоры на них вы найдете на моем канале. И сравнивая параметры этой карты с имеющимися у меня microSD карточками, это Transcend, NetAC, Samsung Evo, эта карточка оказалась самая шустрая. Вот линейная скорость записи и чтения выше всех, выше даже Transcend с подобной памятью 128 гигабайт. По некоторым показателям она даже превосходит ее. То есть карточку рекомендую для использования в видеокамере при записи 4К видео и при использовании в смартфонах. Приложения будут открываться очень шустро. Тем более цена у нее значительно ниже, чем у того же Transcend. Ссылка в описании. Итак, карточку распаковал я в июне, сейчас уже середина августа, и в этом видео я все-таки могу вынести свой вердикт о надежности этой карточки. Карта качественная, несмотря на то, что это какой-то чисто китайский бренд, надежная, быстрая, работает у меня с новой моей видеокамерой Panasonic HC VXF1, на которой сейчас снимаю. Несколько раз уже, наверное, полностью, раза 3 записывал на эту карточку, сбрасывал материал. Никаких ошибок, все уверенно, все надежно. И по традиции оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, встретимся здесь же как можно скорее. Пока, увидимся.